Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Так, давайте посмотрим сегодня расклад о вашем роде, родовом древе, да. Расклад будет небольшой, думаю, так, надеюсь, потому что говорю небольшой, а потом как большой получается, что карты рассказывают. В общем, смотрите, радуется либо переживает ваш род сегодня по поводу вас. Радуется, либо переживает. Вот давайте посмотрим, да, спросим. Может быть, какой-то совет хочет ангел ваш дать, да, родовое древо. Может быть, наоборот, сказать свое, вот как думает и чувствует эту ситуацию в вашей жизни. Чтобы была какая-то реально прямая подсказка, ну, для каких-то ваших волнений, я не знаю, там, переживаний, да, чтобы была подсказка сегодняшнего расклада. Скажите свое имя, да, и представьте, что за вашей спиной бесконечная цепочка предков. Бесконечная цепочка предков. Ну, предки есть предки. Ого, сколько туда, да, уходит. Вот представьте, и свое имя проговорите. Так, что карты про вас? Немножко так посмотрим, скажут. Вы человек очень ранимый, да? Любите стабильность, любите порядок, любите чистоту, любите, чтобы все было на своем месте, и каждый был таким, как должен быть. Но вас очень много обманывали, и вообще в жизни вы попадали в ситуации, где действительно хочется куда-то убежать, оставить всех в покое или даже себя вот спрятать, чтобы никто не трогал. Вот такие вот карты. И в последнее время по Верховной Жрице вы больше всего держите в себе, больше... Кстати, продолжаете помогать людям, продолжаете реагировать эмоционально на то, что происходит, но все-таки в себе многое, что закрыли, и ждете время, чтобы это все открыть, потому что вы не умеете меняться. Да, вы иногда думаете, вот лучше бы я в этом поменялась, а вот здесь надо мне вот так реагировать, а вот здесь мне надо с этими людьми вот так, или в этой ситуации. Но это все в голове, а вообще вы реально не умеете меняться. Почему? Почему? Да потому что не надо вам меняться. Это шестерка жезлов, вы, сила победы, вы и себя к победе приведете, и людей вокруг. Вам не надо меняться. Это ангелы говорят ваши. Это как бы карта ответа от ваших ангелов. Да, по семерке мечей, тут вышла семерка мечей, это обман. Это очень много обмана, это очень много ситуаций, где вам пришлось в какие-то, не знаю, вот как по карте, в какие-то темные места заходить, как опускаться куда-то, может даже терпеть кого-то. Вот такое вот. Но на самом деле вы человек стабильности, уверенности и будущего. И да, в каких-то моментах приходится молчать, приходится терпеть. И да, вы себе говорите, Верховная Жрица — это еще и мысли, да, такие вот важные, в принципе. И вы себе говорите всегда, и, может быть, частенько, что так, все. Больше я в это не лезу там, или все, надо себя менять, так, надо что-то еще там делать по-другому немножко. А на самом деле по шестерке мечей это щит защиты. Вот тут даже видно, что щит защиты, и даже эти жезлы, они складываются в защиту. Все, что в вас летит, вас делает сильнее. И ангелы сверху, да, ваше родовое древо прошлого, получается, потому что за вами еще веточки там очень много впереди будет, да. Но вот то, что уже как бы за вашей спиной, они говорят, что ты звено нашей цепочки, которая ведет к победе и, не знаю, выживет в любой ситуации и продвинет дальше наш род. Ой, у меня мурашки сейчас реально после вот этой вот победной карты. Это сила, это реально сила, ответ такой сильнючий. Да, сильнючий. Так, давайте дальше. Ангелы, давайте говорите, предки,
Бесконечная цепочка предков. Что вы там хотите сказать в первую очередь? В первую очередь. Очень много, смотрите, ну давайте я простым языком скажу. Они там, на небесах, молятся за вас. И те, которые старше вас, ваши предки, да, и еще живы, и дай Бог им долгих-долгих здоровых лет жизни, они видят в вас цену. Что бы там ни говорили, но в душе они чувствуют вам цену. Молятся за вас. Что еще? На небесах, видите, много очень. Это звездочка. Много на небесах. Кто? Откройтесь. Женщина. Королева Пентаклей. Женщина. Женщина очень много с небес на вас смотрит. Угу. Смотрите, и мужчина. Королева Пентаклей, король Пентаклей. И мужчина сразу же как ответ. Многие ангелы на вас смотрят, души чистые, хорошие. Так, отвечайте. Еще королева. Женщина, мужчина. Ну, женский род, да, как говорится, мужской род. Молодые. По рыцарю кубков молодые еще есть. Это может быть далеко в предках ваших. Но они, видите как? Вы действительно по той карте как звено. Я говорю, у меня мурашки. Карты четко отвечают, и сила идет. И вы действительно, смотрите, даже это колесо фортуны. На вас вот это сейчас колесо фортуны закругляется, вот около вас оно ходит. Вам будет подсказка очень сильная. Скоро, очень скоро будет сильная подсказка. Маг. Это 4 стихии, сейчас вас оберегает. После фортуны маг, а ну здесь следующая карта. Это император. В вашу жизнь идет человек. Очень сильный человек, очень сильный. Он будет как щитом защиты для вас в сложных ситуациях. Может быть, даже он уже есть рядом. Это мужская энергия, и это как щит защиты. Вы под оберегом высших сил и вашего древа, но еще и человек какой-то будет рядышком. Вот как будто бы, да, жизненная сила будет увеличиваться с его присутствием в вашей жизни. Очень сильные эти вот послания, очень сильные. А ну еще. Угу. Так. Род хочет сказать вам, они радуются не тому, что ты заработала там денег много, или достигла идеала, или достигла какой-то специальности, или достигла того, чего очень-очень хотела. Хотя во многих вот этих словах могу сказать, что вы сейчас скажете, а я многого чего и не достигла. Но есть такое, что да, вы многого и достигли тоже. И род вот по этим картам, они как бы, вот здесь остановочка, здесь наоборот продвижение, здесь маленькое такое, как напутствие. И по девятке, да, ты должна себя любить в конце концов, а не идти какими-то окольными путями. Это вот, не знаю, окольными, от женщины это слово идет. Окольными путями, от женщины идет это слово. Ты перестала нести какой-то чемодан ожиданий, чужих ожиданий. Да, они не тому радуются, что ты чего-то там, молодец. Они радуются за тебя. Они радуются за тебя. Потому что ты сделала выбор. Выбор.
Выбор не сдаваться, просто не сдаваться, действительно. Никуда, ну вот не сдаваться, такое вот идет. И быть собой. И быть собой. Но есть такое еще по рыцарю мечей, как понимание, да, чистое понимание, четкое понимание. Меч — это четкость. Вы что, переживали в какое-то время, что вы сделали какую-то ошибку? Сейчас. Вы переживали, что сделали какую-то ошибку и допустили ошибки в свою жизнь чужих людей. Вы видели что-то плохое, но все равно пошли на поводу. Такое вот идет. Не знаю, может быть, это не для всех, но идет, я говорю. И пошли на поводу. Смотрите, здесь либо карты говорят, да, род говорит, либо ты должна себя простить за все это, либо ты уже простила, и они радуются. Они будут радоваться, когда ты себя простишь за свои ошибки и за ошибки даже других людей, которых ты впустила. Если ты не впускала, значит, ты поступила правильно. Ну, потому что враг есть враг. Да, есть тот забор. И вот видите как, вроде забор оберег, но вы как не простили, что ли, себя еще за что-то? Или сильно очень переживаете, а правильно ли я делаю или делала, да? Ну, если мужчина смотрите, делал, получается, перекручивайте немножечко на себя. Вот так вот, четко скажу, что твой род будет аплодировать вам стоя. Аплодировать вам стоя за то, что вы перестали нести или перестанете нести, вот именно хочется сказать, чемодан чужих ожиданий. И вы решились жить собственной жизнью. Собственной. Ох, и много вышли в этот расклад родовых душ. Реально. Вы решили жить собственной жизнью. Вопреки всему, кто бы ни лез в вашу жизнь, вы на вершине. Так, дальше. Ну, твой род, могу сказать, аплодирует тебе стоя за твою смелость, за то, что ты разрывала какие-то токсичные сценарии в своей жизни, именно разрывала, и выбирала свет. И ну, тут вот Луна закрывала страх перед чем-то непонятным. Я не знаю, здесь хочется сказать, но действительно, это целый туз пентаклей и около Луны, да еще и тут на вершине, да? Ты их лучшая версия. Уж извините, немножко так как-то не по-человечески, да, как-то вот хочется другими словами, но здесь именно так. Ты лучшая версия нашего рода. Вот именно так хочется здесь сказать. Это послание от них. Это то, что я вижу. А что у вас было? Почему вы так? Сила пропадала. Денег мало. Пытались в новое что-то пойти, но на ноль падали. Солнце не всегда было таким открытым, ну, не в природе, а в жизни. Много теневых ситуаций было. Сейчас скажу, тут доложу по поводу этого. Мало силы. Паш выходит, это стабильность, деньги. Очень много по поводу денег плохого было. И обманы, и воровство, и предательство. Это у вашего рода. И понимание денег, ну, у каждого по-разному было. Вы по тузу, вы сила сейчас. Нулевое что? Нулевое — это вечные ожидания того, чего хочешь, но не получаешь. А по Солнцу? А по Солнцу вечно какие-то, опять же, ожидания. Ага.
Значит, ваш род хочет сказать, у нас в жизни были периоды молчания, периоды подчинения, периоды какой-то службы, служения. Не знаю почему, служба, служение идет. Как будто несешь свой крест. Служба, служение. Угу. У кого-то были потери большие, у кого-то, ну, вечное ожидание. Знаете, здесь вот так могу сказать. Много что было. И в вашей жизни тоже и по Луне Луна открывала какие-то звенья. Но здесь вам хотят сказать, что мы были тем, кем не совсем хотелось бы быть, потому что не смогли выйти на что-то, на то, что ты выходишь или вышла уже. Реально вы звено такое крепкое. Победы, сбой был у них в жизни. Были ссоры, слезы. Я не знаю, драки были бы. Ну, в принципе, карты показали бы, да? В принципе, были, но это все как реакция не такая. Драки драками, история умалчивает, как говорится, да? Но что-то есть такое, как сбой победы жизненной. И была программа закрыта, а вы как ключ к открытию новой ветки этого дерева. Вот, я наконец поняла, что они хотят сказать. Ты перестала быть жертвой. Я не понимаю смысл всего этого, если честно. Но они очень-очень это хотят сказать вам. Может быть, вы понимаете. Кстати, если что, напишите в комментариях, какой жертвой вы перестали быть. Может быть, общего понятия. Может быть, вы реально открыли свет и вышли из этой луны. А они вроде бы как и солнце видели, вроде так, нормально, все живут и мы живем, да, и у нас будет многое там. Кстати, в вашем роду были умные, очень умные люди. И даже один мужчина, я почему-то вижу мужчину, он как с мальчика идет, очень умный, юридически, может быть, подвешенный такой человек, но может даже и нет образования. Вот что-то в этом роде. Либо не доучился, либо не учился, но очень умный человек. И вот вы как ключик к очень хорошему. Так что жизнь ваша еще длинная и хорошая, и с оберегами большими. Ну вот тут так хочу сказать. На вашей улице солнышко наконец-то после Луны загорится, зажгется, греть будет, не знаю, как еще сказать здесь, но стабилизация идет. Они вам аплодируют стоя. Ваши ангелы. Так, что еще скажете немножечко? В принципе, все, наверное, да, расклад. Не хочу слишком длинный делать именно этот. Сейчас посмотрим. Колесо фортуны здесь выходит. Паж кубков. Шестерка кубков. Новости. Ждите изменений, перемен хороших. Опять выходит Верховная Жрица, как в начале. Башня — это перестройка, это переход. Королева жезлов — это больше ваша карта. Это как сила и стремление. Смотрите, представьте, что реально сотни людей за вашей спиной, твои бабушки, ваши бабушки, прадеды и так далее, да? Возможно, их имен вы, да и невозможно, скорее всего, многие имена вы даже не знаете, но они действительно как будто бы вот хотят докричаться. Ты выбираешь себя, и ты исцеляешь весь сценарий нашей жизни. Ой, вот это да. Я не знаю, почему мне захотелось этот расклад сделать сегодня именно. Видимо, вот этот поток пришел,
Думаю, да, сделаю. А тут, когда вижу все это, да, именно это было уже, как будто меня подтолкнули для вас сами вот ваши родовые ангелы, чтобы я это сказала. Вы как королева жезлов на сегодня. Это ваш путь жизненный. Ваши дети будут вас очень радовать. Внуки, внучка, внук что-то очень важное в жизни сделает, займет. И благодаря даже какому-то энергетическому воздействию вашему. Потому что вы тоже любите своих. Любите, это ваше. Вы без этого никак. То, что рушится сейчас или рушилось в вашей жизни, начнет восстанавливаться. Вверх жезлы идут. Это рушащиеся башни, это жезлы вверх. Это значит, что что-то, то, что разрушает сейчас что-то, оно наконец-то заканчивает свое существование в этой цепочке событий уже и идет на восстановление. Так что ждите перемен. Вы всегда во главе своего рода. Ничего себе. Сила к вам возвращается, здоровье возвращается. И любовь идет к вам. Любовь и ангелы над головой. Любовь и ангелы над головой. Вот так. Так, ну еще давайте напоследок пару карт. В принципе, все на сегодня. Любовь. Десятка кубков. Любовь. Знаете, почему они радуются действительно? Вы целитель этого вот сценария всякого, не знаю, как это сказать, из жизни, рода, еще чего-то там такого, да? Но вы целитель. Вы исцеляете сценарии, в котором они были бессильные. Вы, например, можете говорить «нет», когда другие не могли говорить этого слова, да, и вы выходите из токсичных отношений, когда другие терпели, не могли выйти из токсичных отношений. Вы действительно можете промолчать, хотя внутри будет бушевать что-то, да, такой вот энергетический вот, но вы просто стоите на своем молча и выигрываете это. Вы меняете себя, вы меняете, исцеляете сценарий. Они вас будут беречь долго-долго и род продлевать. Вот идет такой поток. Вы позволяете себе радость, которую они не могли себе позволить. Из-за плохого, из-за, может быть, быта. Да, смотрите, опущенный. Вроде бы так всего хочется, но как с опущенной головой просто идешь по жизни, а вы нет. Вы исцеляетесь и исцеляете. Вы позволяете себе радость даже в тяжелые моменты. И они радуются за это. Но у них я здесь вижу, не знаю почему, голод. Зачем? Опять же, остановки. И да, где-то есть такое понимание, вот он как голод, можно сказать. Вроде бы судьба дает, но невозможно взять. И здесь по девятке жезлов тяжелый быт. Тяжелый быт. А вы продолжаете идти, даже когда страшно. Ваша смелость, ваше желание жить своей жизнью, а не как надо, и как кто-то там сказал. Вот это главное, это самая главная победа. А давайте сейчас последний еще, спросим род, ангелы. Что вы хотите, не знаю, подсказать, посоветовать, и чего вы, допустим, из-за чего вы переживаете? Из-за чего вы переживаете? Вообще по этим картам не могла сказать, не могла. И не могла с самого начала реально сказать, что они не переживают. Почему не могла, не могу? Да, это было.
переживания были, потому что вы в какой-то период времени, в каких-то ситуациях чуть в Луну себя в темную не загнали, но в то же время, в нужное время, с какими-то подсказками, с какими-то направляющими, просто потому что вот захотели, вот так, а не иначе. Вы вывели себя из этой Луны, в которую ваши предки некоторые себя загнали и не смогли выйти, а вы смогли. И поэтому я здесь и не говорила с самого начала, хотя вопрос был такой, переживание, да, есть ли. Но здесь рыцарь жезлов — это огонь, посерединке это луна, да, мол, у тебя огненные ситуации, огненные дороги, они как бы свет дают, ты выходишь из своей вот этой вот темной какой-то полосы, да, и по двойке кубков ты выбираешь себя и свое счастье, и ты его берешь, и оно у тебя будет. И оно продлит счастье вашего поколения. И оно продлит счастье вашего поколения. Знаете, скажите прямо вот сейчас просто, я часто это говорю, но вот в этом раскладе весомо будут эти слова. Просто обычно вокруг меня круг, чертила его не я, Богородица моя. Аминь, да будет так. Да, можно говорить, чертила его не я, Богородица моя, никому этот круг не переломить, но в данном случае даже продолжения не надо. Вокруг меня круг, чертила его не я, Богородица моя. Аминь, да будет так. Потому что этот круг — это как раз-таки ваша защита вашими словами, плюс навеянная вашим родом и новые пути. Дальше уже, слава Богу, нормальное будущее. Ну, я вот это вижу, серьезно. Я говорю, мне очень нравится этот расклад. Когда я вот такое послание вижу, это значит, есть сила. Да, у каждого из вас своя судьба. В мелочах, может быть, но общий стержень, он такой. Общий стержень. Вот этот вот энергетический. И по всем мелочам жизненным вы определитесь из этого общего стержня, как именно вам надо делать, что думать, как быть и где радоваться, наконец-то, чтобы эта радость увеличивалась, а не уменьшалась, чтобы наконец-то эта луна даже светила, а не загоняла в какую-то тень. Вот так. Так что переживаний на сегодняшний день я не вижу. Были. Ох, были. Сейчас посмотрю. Да, вот они. Это шестерка пентаклей. Это даешь и возвращаешь. Вот сейчас это переживание, оно возвращается. Хотя оно было. Ну, как возвращается? На место свое, как говорится. Да, потому что души людские, да даже и животные то где-то плачут, где-то смеются, как говорится, да. Но вот это разбитое сердце, разбитое состояние, оно уходит. И здесь в руки дается вам новый пазл, новый жезл, новый пентакль в вашей жизни. Предупреждение есть. Вот через эту карту я увидела еще предупреждение. Королева мечей. Не сходи с этого пути, ты все правильно делаешь. У тебя есть выбор сейчас, и ты решаешь какой-то вопрос. Или есть что-то, в чем ты сомневаешься. На днях получишь результат, либо сама что-то наконец-то поймешь, либо даже кто-то подскажет, и ты примешь это, ну, как бы себе во благо. Ты решишь свою проблему, поэтому не отступай. Через время закончится то, что вас очень сильно подавляет. Вот очень сильно что-то подавляет. Но осталось пару шагов. Попажу, это точно, пару шагов осталось, что это уйдет. Вот ты как из клетки выйдешь. Ты как из клетки. Ну реально, смотрите, выходит клетка, да, и сразу как на вершине вы, как выходите из этой клетки. С какой-то клетки непонимания, еще чего-то, но вы выходите. Предупреждение просто да. Люби себя, девяточка кубков, люби себя, знай себе цену. Ну и
действуй так, как ты думаешь. Можно ли злиться, сердиться? Нет, это сделает тебя пустой. Постарайся этого избегать. Это 5 пентаклей, ответ нет. Это сделает тебя пустой и опустошит твой путь. Может, даже и на паузе ты не будешь, но ничего и не получишь. Что еще задать? Какой вопрос? Ну, например, что сегодня сделать? Ангелы, род, посоветуй. Кубковая королева. Приведи себя в порядок, порадуйся каким-то возможностям, выпей горячего чая, да, тут кубок в руках. Но здесь больше как, смотрите, 3 вопроса. Задай себе вечером 3 вопроса. Я это увидела, не знаю. Вот первый вопрос, сейчас, это 2. Второй вопрос, солнце. И 3 вопрос, ага, что ты ждешь, 7. Так, первый вопрос задай себе вечером перед сном. Подождите, сейчас. Я вижу один вопрос точно, не знаю как. Вспомните за весь день, просто за один день, вспомните один самый интересный момент, тот, который порадовал вас. Просто заострите на нем внимание и просто его еще раз проверните в голове. За один день сегодняшний, если вы смотрите еще не вечером, ну вот вечер, когда будет, вот расслабьтесь и один момент именно сегодняшнего дня. Вспомните самый хороший. Вспомните, какое вы слово сказали, это самый хороший момент, это какое вы слово сказали, и оно вас порадовало. Либо кто-то вам что-то сказал, и оно вас порадовало. Либо вы принимали решение, и оно вас порадовало. Что-то двойственное, но что вывело вас наверх. Это просто момент, а это ваши мечты. Вы мечтали сегодня, или вы прошли этот день просто? Вот просто без мечт всяких там, без надежд, а просто вот отработали, пришли, все, легли спать. Либо были какие-то мечты. Ой, я хочу туда-то поехать, ой, я хочу это-то сделать. Вспомните о той мечте, если она есть, в течение дня была, да, о которой вы больше всего подумали. Хотя бы там минутку или там 2 минутки, да, но больше, чем на все остальное. Это тоже будет важным моментом. Это мелочи, это странности, но это вам поможет как будто бы взять точку отсчета для исполнения и привлечения самого лучшего все больше и больше в свою жизнь. Может быть, ждали кого-то, и он пришел, или ждали и поняли, все, это не мое. Может быть, вы действительно сегодня поработали и сказали, о, завтра вот это и вообще супер. Все, это опять ваше. Разные моменты, но самые лучшие. Всего лишь 3. Вспомните, проговорите, и вы привлечете к ним, да, очередь этих событий, прям цепочка этих событий, которые все больше и больше будут образовываться в вашей жизни. Это вам посоветовали ваши ангелы, ваш род, потому что вышла королева кубков, потому что все в твоих руках. И всего лишь люби себя и подумай о хорошем, а не о плохом. Вот если что-то было в течение дня нехорошее, раздражительное, страшное, все, не надо. Именно хорошее, потому что плохое, оно вечно лезет в голову. А хорошее иногда просто прошло и забылось. А вот тут взяли и вспомнили. И на следующий день по 2 раза. Но вспоминайте каждый день по одному, если хотите. По одному сюжету. Но где-то там виртуально, да, и по-настоящему будет цепляться к каждому одному еще, потом по одному еще вспомнили еще, и вот так вот как цепочка, не знаю, там паутинка, не знаю, как еще сказать, да, вот это вот множится счастье будет. Ага, множится будет счастье. Все, на сегодня точно все. Любовь и ангелы, в вашу жизнь. Это сила. Это сила. Слава Богу. Да? Да будет так. Все, счастье вам огромадное, преогромадное. Ваш род радуется. Их аплодирует стоя, да? И посылает знамения с этим раскладом. Да будет так. Пусть будет все хорошо.
Все. До следующего видео. С вами не прощаюсь, оно будет уже скоро. И увидимся, услышимся. На связи.